Всем привет! Это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить ватрушки. Очень простые, легкие и вкусные. Дрожжи. 1,5 чайной ложечки дрожжей сухих. Я делаю на сухих дрожжах. Хорошо, теперь сюда 1,5 чайные ложечки сахара. И молоко. Можно делать на воде, можно делать на молоке. Заливаем сюда молоко. Здесь буквально 50 грамм. Значит, сначала льем немножко, чтобы дрожжи начали растворяться. Вот, посмотрите, когда вот они образовали вот такую вот кашицу, можно доливать остальное молочко. Еще раз повторю, что можно делать просто на воде. Отставляем в сторону, оно должно подойти. Теперь готовим остальное тесто. Нам нужно 180 мл жидкости. Я беру большую часть молока и немного воды. Все вместе это должно составлять 180 мл. Здесь у меня 130, здесь 50. Но пропорции могут быть совершенно разные. Выливаем это все в мисочку, где мы будем смешивать. Сюда отправляем подсолнечное масло. И яйца. Нам понадобится 3 яйца. Теперь сюда отправляем щепотку соли. Вот так. И 4 ложки сахара. 4-5 делайте по вкусу. Теперь все это нужно перемешать. Я беру венчик и перемешиваю. Если есть миксер такой обычный стационарный, то можно это все в чашу миксера, и он будет это все взбивать. Значит, просто до однородной массы это все размешать. Можно вилкой. Все перемешали венчиком. Теперь добавляем муку. Муку я всегда просеиваю. И муку добавляем частями. Норму муки, которую я дала, 500 грамм. Вот здесь у меня вот в мисочке. Я начинаю просеивать частями. Какую-то просто часть муки отправляю сюда в яйца с молоком. Перемешиваю, чтобы мука начала растворяться. Смотрите, вот так. Теперь, прошло уже минут 10 после того, как мы замочили дрожжи. Посмотрите, как они выросли. Теперь вот эти вот дрожжи отправляем сюда. Тогда, когда уже здесь есть немножко муки. И теперь просеиваем еще часть муки. Так, смотрите, приблизительно у меня осталась половина муки. Теперь я буду перемешивать. Убираем венчик, он нам не нужен теперь. Значит, почему я вожу муку частями? Для того, чтобы лучше перемешались дрожжи. И еще, потому что если мука у всех разная, чтобы тесто не было твердым, оно должно быть очень мягким. Если вы даже положите правильное количество муки, но все сразу, то тесто будет твердее, чем нужно. Хорошо, теперь вот это вот все перемешиваем до однородной массы. Посмотрите, все перемешала. Теперь отправляем сюда и просеиваем всю оставшуюся муку. Смотрите, все перемешалось. Теперь сюда в тесто у нас ушло 500 грамм муки. Теперь берем отдельную кружечку муки. Здесь количество грамм я не пишу. Почему? Всегда пойдет разное. Но вот здесь у меня кружка на 200 грамм. Я набрала вот столько муки. Немножечко рассыпала на стол. И высыпаем наше тесто вот сюда на муку. И начинаем вымешивать. Смотрите, все тесто в муке. Вот так. Тогда оно не липнет к рукам. Начинаем вымешивать, подсыпая немножко муки. Тесто не должно липнуть к рукам, но оно должно быть очень-очень мягкое. Поэтому я не пишу количество муки, сколько уйдет. Всегда по-разному, плюс-минус. Но обычно я беру вот такую вот 200-граммовую кружку муки. Тесто не должно липнуть к рукам, посмотрите. Вот, но при этом оно очень-очень мягкое. Теперь я возьму какую-нибудь мисочку, куда я его покладу, чтобы оно подходило. На дно чуть-чуть подсолнечного или оливкового масла. Вот так вот, слегка. Стеночки не смазывайте, но само донышко я смазываю. Теперь туда я кладу мое тесто.
Вот так вот разравниваю. Беру пищевую пленку, закрываю и отставляю минут на 20, чтобы оно просто подошло. Чтобы просто подошло и стало такое, вот знаете, пушистое-пушистое. В кухне на столе, там где нет сквозняка. Пока тесто подходит, подготовим творог. Я всегда на ватрушке пропускаю творог через сито. Большое, маленькое, какое у вас есть, вот так вот просто перетираю, чтобы он был мельче, мягче. Перетрите творог через сито. Сюда всыпаем пару ложек сахара, щепотку соли. Я сыплю ванильный сахар, можно просто ваниль или экстракт ванили, что у вас есть. И одно яйцо. Теперь все это нужно перемешать до однородной массы. Теперь все, посмотрите, наша начинка приготовилась. Прошло 20 минут. Посмотрите, как поднялось наше тесто. Теперь его нужно слегка помешать, прям не вынимая его из мисочки. Вот так вот внутрь вымесить. И еще оставить где-то на полчаса. Подготовим противень. Для этого немножко подсолнечного масла выльем на противень и смажем его противнем. Я на пергаменте не делаю, делаю всегда вот так вот просто на противне. Но вы можете делать как вам удобно. Хорошо, все это смазали. Теперь тесто подошло второй раз, посмотрите, какое оно высокое. Высыпаем тесто на стол. Смотрите, какой комочек теста, и он очень-очень воздушный. Очень, настолько воздушное тесто, его приятно вот взять в руки и еще немножко даже помесить. Вот так. Теперь разделить его нужно на две части. Разделяем. Одну часть откладываем обратно сюда, отставляем. А и вторую нужно разделить на 6-8 частей, чтобы сделать ватрушки. Так, и как разделить ровно? Смотрите, я катаю всегда вот такую колбаску. Видите, чтобы она была приблизительно ровная. Делим ее на две части. Теперь эту колбаску делаем, чтобы она тоже была, видите, тут узко, тут широко. Надо сделать, чтобы она была одинаковая. Вот так. И эту где-то на 3 части делим. Вот такие 6 кусочков у нас получилось. Значит, смотрите, какой момент. Если вы хотите сделать ватрушки меньше по диаметру, значит, режьте на большее количество. Если хотите сделать больше, то тогда меньше. В общем, все это зависит от диаметра ватрушек. Теперь, что нужно сделать? Берем кусочек теста и края заворачиваем в середину. Делаем из них шарик. Вот, посмотрите, вот так. Вот так вот под низ, вот так вот, смотрите, оп, оп, получается шарик. Вот такие вот шарики, как ватрушечки, выкладываем. Расстояние между ними делаем такое приличное, потому что они будут подходить. Теперь возьмем стакан. Его нужно будет с обратной стороны, с донышка, обсыпать мукой, чтобы стакан не прилип к тесту. И выдавить в середине наших кружочков донышком вот такое вот диаметром отверстие. Чем больше возьмете по диаметру стакан, тем больше отверстия вот здесь у вас будет, тем больше творога у вас влезет. Так. Вот так я делаю. Серединку можно еще пальчиками немножечко сделать глубже, потому что тесто съеживается. Чем больше серединка будет глубже, тем больше начинки влезет в ваши ватрушки. Теперь берем начинку, которую мы с вами сделали. По желанию вы можете в творог добавить еще изюм, но я люблю просто ванильный. И накладываем начинки. Можно побольше, потому что все любят, когда много начинки. Смотрите, вот так. Вот так вот закладываем все ватрушечки. Теперь нам понадобится желток. Если вы хотите, чтобы ваши ватрушки были красивого золотистого цвета, вам нужен только желток. Не полностью яйцо с белком, а только желток. Даже если вы в целое яйцо добавите сливочного масла, все равно такого оттенка не будет, как от одного желтка. Теперь смазать их нужно по краям желточком. Нужно их оставить минут на 10-15, чтобы они подошли.
Если тесто у вас подходит плохо и ватрушки подходят плохо вообще, поставьте это все возле теплого места или возле разогретой духовки, плиты, не знаю, батареи, главное не на сквозняке. И когда вот что-то теплое внизу, оно реально быстрее подходит и пышнее становится. Поэтому не ставьте в духовку не подшедшее тесто. Пусть они минут 10 постоят, и только после этого ставим в духовку. Духовку нужно разогреть на 180 градусов. И ставим туда наши ватрушки от 20 до 30 минут. У всех духовки разные, но так приблизительно я вам говорю. Главное, не спалите их внизу. Тесто должно проготовиться. Тесто готовится очень быстро. Но у меня буквально 20 минут они готовятся. Ну, все зависит от духовки. Итак, печем. Ватрушки приготовились. Я выняла их из духовки, положила на пергамент, на решетку, чтобы они полностью остыли. Хочу, чтобы вы посмотрели на них сблизка. Они очень большие получились. Видите, такую вот у меня средняя тарелка. Вот такие вот ватрушки. Очень много в них начинки. И когда поднимается тесто по бокам, видите, практически сравнялось с начинкой. То есть тесто очень воздушное и нежное. В принципе, их можно есть остывшими и холодными, но такой запах просто невероятный, что ждать просто нереально, пока они остынут. Они пока в духовке стояли, уже было нереально ждать, когда быстрее они спекутся. В общем, вот так очень вкусно получается. Можно в творог добавить изюм или сухофрукты. Можно сверху творога еще положить какой-то джем, например, там малину или какие-то ягоды. Тоже будет вкусно, будут такие ягодные ватрушки. Сверху у творога будут какие-то ягодки. Тоже очень вкусно. В общем, поэкспериментируйте, попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Это очень легкий, вкусный рецепт. Очень простой, получается абсолютно у всех. В общем, пеките, радуйте своих любимых и близких. Пока!